Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Сергей Волченков и компания Толеранс. Сегодня мы с вами будем в гостях у нашего очень старого клиента и друга Владимира Наконечного, которого мы знаем больше 10 лет, который покупал у нас квартиру здесь, в этом замечательном комплексе. Более 10 лет назад этот комплекс называется Айнур-Беледи, и расположен он непосредственно в одном из лучших районов Коньялты, в районе Лиман, очень близко к морю и близко ко всем кафе, ресторанам и магазинам. То есть Владимир был один из самых наших первых клиентов. Мы расскажем вам об этом чуть подробнее. То есть это было более 10 лет назад, тогда, когда оформление длилось не как сейчас 2-3 дня, а длилось иногда 6 месяцев, иногда год, иногда больше, из-за сложностей, бюрократических сложностей всех процедур. То есть, как вы знаете, фирма Толеранс была первой фирмой, которая продавала недвижимость непосредственно русскоговорящим клиентам. Поэтому сегодня вы узнаете одну из интересных историй, а как все это было 10 лет назад, как все это было сложно и тем не менее успешно. Вы можете увидеть сейчас, как выглядит этот комплекс. Надеюсь, вам понравился вид комплекса. Это был один из самых первых комплексов с бассейном в этом районе. И сейчас мы хотим познакомить вас непосредственно с Владимиром, с которым мы продолжим нашу беседу и наш разговор. Здравствуйте. И вот мы сидим с Владимиром Наконечным. Я хочу вас его представить. Здравствуйте, Владимир. Как я говорил, Владимир наш очень старый, давний клиент, уже даже друг. То есть я смотрю на его папку, чего здесь только нет. То есть мы познакомились в 2007 году, да? В 2007 году, то есть в июне месяце, более 10 лет назад. Я смотрю здесь и доверенности, которые Владимир оставлял на наше имя, и ТАПУ, и вид на жительство, который было получить раньше, ой, как непросто, поверьте, и переводы паспортов, ну, в общем, очень-очень много всего. Ну, лучше эту историю расскажет Владимир. Я хочу дать ему слово. Владимир, как вы познакомились, как вообще все это произошло? Добрый день, подписчики. Значит, все началось в мае 2007 года, когда мы с семьей отдыхали в ТОП-КП, это Лара, значит, хороший комплекс, хорошая гостиница пятизвездочная. И идя с завтрака, значит, увидели, что есть возможность приобрести недвижимость в Северном море. Проехали с представителями той строительной компании, еще более убедились в этой необходимости. Вернувшись домой, проштудировали интернет, нашли представителей, которых в тот момент было очень немного. Было 2 представителя из Екатеринбурга и из Москвы. Вы сами из Екатеринбурга, как Мы я понимаю, да? недалеко от Екатеринбурга, не самого. Вот. Созвонились с обеими компаниями, значит, пригласили их на дату, на встречу. И здесь, недалеко от отеля, мы где проживали, специально приехали для уже оформления. К сожалению, екатеринбургская компания, значит, нам доверия не внушила, потому что все на ходу, все на колесах, это не так. Московская компания, которая работала через вас, значит, они нас с вами свели, у вас был свой офис, рекламные буклеты, нам вы более внушили доверие. И в том еще, что у вас была правдивая информация по зданиям, по сооружениям. То есть, если до моря 600 метров, я промеряю, это 600, а не как у других. Пишут 600, да, а там километр. Да. Дальше качество дома, есть дома разные, есть, ну, соответственно, качество строительства. То есть качество соответствует заявленным вам параметрам было. Значит, открытая информация по застройщику. То есть встреча была трехсторонняя, это вы, я и сам застройщик, хозяин дома. То есть никаких... Все было в открытую, чисто. В открытую, да, все чисто, да. Но в то время, как вы сказали, правильно было, трудности с документами, были трудности с перевозом и отправкой через банк денег. Тем не менее, все это мы прошли успешно, оставляли вам доверенность, значительные суммы, 90% мы переслали вам через банк на ваш счет. То есть доверили настолько, 2 года деньги лежали у вас на счету, нетронутые, пока мы с вами оформляли
документы ТАПУ. Я просто хочу сделать маленькую вставочку. Действительно, 2007 год. Это было время, когда русским впервые, только недавно разрешили покупать недвижимость. И фактически даже государственные органы сами не знали, как это делать до конца. Поэтому оформление документов велось зачастую больше года. Потому что было два основных условия в то время для получения ТАПУ. Это получение 2 разрешений из военного ведомства в Измире и кадастрового управления в Анкаре. Но также было еще и третье очень важное условие. Человек должен был получить вид на жительство. Вид на жительство тогда давали предварительно из условия того, что человек купит недвижимость и получит ТАПУ только на 6 месяцев. Поэтому у всех первых клиентов, которые покупали недвижимость более 10 лет назад, была такая ситуация. Выдавали вид на жительство на 6 месяцев, но за 6 месяцев процедура оформления не могла быть решена, потому что она длилась дольше. Поэтому приходилось находить лазейки, контакты, знакомства, связи для того, чтобы продлевать это вид на жительство и в конце концов получить для своего клиента вид на жительство снова и получить ТАПУ. То есть то, что было 10 лет назад, те сложности, с которыми работали впервые компания, они, конечно, не идут в сравнении с тем простотой, которая есть сейчас. И вот то, о чем говорит Владимир, то есть это было 2 года, пока мы оформляли с вами. Нет, покупку мы с вами заключили договор о приобретении сразу. Значит, мы сразу в этот комплекс въехали, вы нам помогли, начиная от электроприборов до мебели, полностью обставиться. Мы с вами ездили около недели по разным магазинам, значит, где закупали и выставляли все это электрооборудование. И мы уже отдыхали в этом комплексе, но документов у нас не было. Через 2 года мы все-таки добили это, да, победили и получили. Получили это года, да. Что вы можете рассказать о комплексе? Нравится ли вот вам он? Чем нравится мне комплекс? Я раньше всю жизнь отдыхал только в отелях. Но в отелях люди уже моего возраста начинают этот отдых немножко надоедать. Какие-то параметры не соответствуют уже моим требованиям. Здесь я отдыхаю более спокойно. Здесь я сам себе хозяин, то есть наши собственники, значит, несколько человек. Вот. И сам процесс чисто вот этого дикого моря, дикого отдыха, где есть в 600 метрах пляж муниципальный, который очень нормальный, соответствует, цивильный. И такой тип отдыха мне нравится. Я приезжаю сюда на месяц, на 2. Значит, когда нужно, беру в аренду автомобиль, опять же, через вашу компанию, то есть я доверяю, что никаких проблем со сдачей автомобиля у меня не будет и так далее. Раньше я от вас брал трансфер, но потом я уже освоился немножечко, стал говорить по-турецки и уже сам самостоятельно начал уже свою обособленную здесь семейную жизнь. То есть такого типа отдыха он подразумевает прежде всего оторванность от отелей, оторванность от условного комфорта, и человек начинает узнавать как Турцию, дома, как она есть. Да, да? как То дома. есть он знает базар, он знает, кому обратиться, то есть как дома. Он, в результате такой человек знает Турцию гораздо луше, чем те люди, которые приезжают в отель на протяжении 10 лет даже. Экономически очень выгоднее содержать вот этот апартаменты, но в условиях, что вы приезжаете сюда минимум на месяц. Да, тогда, значит, покупаем мы, конечно, регулярные билеты на Turkish Airlines, прилетаем, содержание жилья, питание, проживание, плюс это все, значит, наши здесь прихоти, гораздо дешевле, чем взять 5-звездник на месяц. Если вы на 2 недели, тогда, конечно, да, на 2 недели Можно поехать в отель. в отель, либо снять квартиру. Либо снять квартиру. В моем случае я проживаю здесь длительное время. Бывает я в начале лета, в конце лета, бывает сейчас вот 2 месяца подряд. И как я знаю, уже проживаете только не только вы, а и семья. И У уже меня даже уже, да, у меня внуки. уже есть взрослая дочь, своя семья у них, они приезжают к нам, хотя вот они проживают тоже в Европе, есть там море, но Испанское море, оно гораздо холоднее, чем вот это море. Даже я этого не знал. Да, очень разница большая. Если в Испанском море вы искупаетесь и выходите нужно сразу обтираться, Да. переодеваться, то здесь можно искупался и загорать дальше. Это даже у меня дети поняли.
тем более уже внучка. То есть очень интересный факт, я впервые слышу про это, то есть человек, который Я может говорю, реально про, я сравнить. говорю про Барселону. Может Да, быть, в Испании Барселона, какие-то да. еще места, может И быть, там. Анталию. Я говорю, Барселона и Анталия сравниваю. Да. Вот. Плюс меня здесь прельщает еще качество фруктов и овощей. Это Вот обалденно питание, здесь. да, по цене. Мы раньше никогда не задавались, сколько мы, скажем, тратим на питание в России. А потом ради интереса стали в России сравнили месяц и здесь месяц. Абсолютно одинаковая сумма, но качество фруктов, качество продуктов даже в магазине, значит, абсолютно другое, да. Абсолютно другое. Это является То есть молочных и мясных, вы можете и смело овощных рекомендовать тем, кто еще только думает, что они могут действительно сделать этот смелый шаг. Обязательно, все-таки, да? обязательно. Значит, нужно приезжайте, смотрите. Значит, причем смотрите Турцию не из номера пятизвездного отеля, а именно вот со стороны простого супермаркета, простого рынка базара, простого, значит, даже общения, проездки в автобусе, общения с населением. Турки не очень, как бы, я думал, что турки такие воинственные, немножко взбалмошные. Нет, абсолютно. Вот сколько бы случаев у меня не было, только То есть позитив, да. действительно, той позитив, Если толерантность. сам да. себя ты, значит, ведешь культурно, Правильно, абсолютно, достойно, да. да. Знаете, В этом это действительно большая особенность турецкого народа. Они очень толерантны к иностранцам, потому что иностранец у них в Турции это гость со всеми привилегиями, которые полагаются гостю на Востоке. И поэтому действительно все люди, если в Европе или где-то иностранец, это все-таки чужак, все-таки, да, то в Турции иностранец это гость с этими двумя большими разницами. Отношение турков к детям очень, даже не высказать, какое доброжелательное. Любого ребенка они обцелуют, обгладят и так далее. Здесь происходит еще ежегодное собрание собственников комплекса. Раньше представляли нас вы. Мы помогали. Мы не всё знали, время, как да. это происходит. Уже года 3 мы сами приезжаем, присутствуем на собрании. Нас здесь пополам примерно турецких собственников и русскоговорящих. Это Украина, Казахстан, Россия. Вот. Наши собрания проходят как обыкновенно вот застолье. Чай, пирожное, все То есть вопросы. как семья уже, да? Все вопросы решаются абсолютно спокойно. Что-то нужно для турецких жителей, пожалуйста, высказали, мы сложились, предоставили. Нужно русским жителям, вот особенно нынче, мы русские жители, значит, попросили провести в дом газ. У нас не было газа. Турецкие жители нам сказали, нам газ не нужен. Но если вы хотите, мы вас поддержим, давайте подведем. Это очень отличная толерантность, действительно. Первое время мы поддерживали, мы управляли даже несколько лет этим комплексом для того, чтобы просто люди, которые покупали здесь квартиры через нас, могли влиться в местную жизнь. Но дальше, видите, мы уже, наверное, 2 года не управляем этим комплексом, и я смотрю, что дела идут своим ходом. Да, у нас открытая полностью бухгалтерия. Значит, у нас ежемесячно нам на почту электронную рассылаются Замечательно. платежи прихода-расхода. Да, потрачено что-то лучше. Да, перед каждым собранием, значит, отчет идет по финансам. Мы уже сейчас в плюсе, у нас уже, значит, комплекс в плюсе имеет Так, свои это средства. хорошо. Вот. Довольно слышу я по другим проектам, какие-то есть недомолвки, разногласия между собственниками. У нас, как бы, не дай бог, но пока вот все хорошо. Всё хорошо. Да, идет. Ну, это может быть еще связано с тем, что действительно, когда мы советуем нашим клиентам выбор недвижимости, мы стараемся посоветовать выбрать ту недвижимость, где хотели бы проживать сами. Вот этот комплекс, который покупался более 10 лет назад, он был уникальным даже на тот момент времени, потому что, во-первых, он имел бассейн, во-вторых, он имел утепление здания снаружи, то, чего не умеют многие комплексы до сих пор. Да? То есть тот комплекс, где хотелось бы жить самому, мы всегда стараемся советовать нашим клиентам. И вот прошло уже 10 лет, и я понимаю, что здесь нравится Обращу жить. внимание, общаясь со своими уже знакомыми на пляже, везде, вот если дом построен качественно, вот начиная от сантехники, он Да. и полов, и потолков, он качественно. Ни сантехника, ни краны, Не ломается. не ломаются, ничего, да. Был случай у меня, значит, примерно год на 3 у меня бачок унитаза, так как мы не проживаем, я не знаю почему, приехал в одном из туалетов, тут 2, трещина на бачке унитаза.
Как я помню, застройщик давал 3 года или 5, я не помню, Гарантию, Проблема была следующим образом. Я вызвал КПГ, показал ему эту проблему. Он вызвал представителей именно не застройщика, а представителей этой марки сантехники. Они приехали, посмотрели и сказали, что у них нет в наличии в Анталии этого бачка. Надо заказывать с Анкары. Значит, ради бога, значит, через 2 дня привезли бачок, поставили. Все, никаких абсолютно ни денег, ни затрат я не понес. Вот. В таком случае у меня был один повод качества. Да. То есть фактически, если все подытожить, вы можете смело посоветовать людям, кто еще только думает, а стоит ли вообще купить что-то в Турции и приезжать Во-первых, сюда. с моей точки зрения, я считаю, что стоит это у кого, значит, именно мой уровень финансового достатка клиентов, которые, во-первых, стоит, во-вторых, нужно обязательно, значит, я рекомендую вашу организацию. Почему? Спасибо. Потому что, значит, нужно выбирать, опять же, сталкиваясь на этапе, многие фирмы, риэлторы бросают своих клиентов, не доделав до конца. Или бросают, доделав его, и бросают, и не хотят их потом видеть. Либо Да. значит, завышают стоимость объекта, не соответствующее качеству объекта. Вот с вами у меня претензий не было ни в чем. Ни в качестве, ни в цене, ни в то, что там у нас была открытость сделки. То есть был хозяин, повторюсь, были вы, был я. То есть у нас был трехсторонний разговор с переводчиками, все совсем. Все имели право, имели общаться по скидкам, значит, скидку вы мне тогда По сделали, цене, хозяин, да. да. То есть открытость сделки и доверие, что в деньгах не было никаких проблем. То есть И вот еще такой, как сервис-пакет, меня тоже ваш устраивает, что оформим связанный сервис-пакет. с обслуживанием недвижимости, с да, оплатой счетов я в за России воду, спокойно электричество. лежу, отдыхаю, работаю, вы мне на почту присылаете, какие у меня расходы, какие доходы по... И вот уже 9 лет у нас был этот сервис-пакет, который, допустим, предусматривал то, что мы оплачиваем людям, которым нужно воду, электричество, налоги, то есть помогаем тем, кто проживает здесь недолгое время, но уже прошло через 10 лет, уже Владимир решил действительно, что я уже как местный, я уже абориген, Да, и я да. буду делать это сам. Во-первых, Мы этому только рады на самом деле. да. Я уже знаю, где оплатить воду, электричество, налог на недвижимость, который, кстати, очень скромный по турецким меркам, налог на недвижимость. И в 2007 году был общий кризис. И приехав сюда, вы мне когда отчитывались по средствам, сколько, я вас спрашиваю, почему налог на недвижимость уменьшился? Вы говорите, что турецкое правительство в связи с кризисом Где это уменьшило. еще это можно, в какой стране Я это был встретить? приятно удивлен, да. То есть, видите, дорогие подписчики, мы действительно недвижимостью занимаются многие. Красиво о себе также рассказывают многие. Зачастую человек не знает, кому можно доверить, кому нельзя доверить. И все это только проверяется на самом деле опытом и каждодневной, упорной работой, долголетней работой. И если у вас есть человек или ваш клиент, который может рекомендовать вас даже через 10 лет, это о многом говорит. С вами был Сергей Волощуков, компания «Толеранс» и Владимир Наконечный. Спасибо вам огромное за этот рассказ, за это интервью. Всем удачи, до свидания. Приобретайте недвижимость и выбирайте правильного риэлтора в Турции.